что, пора, наверное, рассказать о том, почему же я уехал из Аргентины. Ну, а начать, наверное, стоит с того, почему я туда приехал. А приехал я туда не один. Поехали мы туда с Гелей, с моей бывшей девушкой, когда я решил уходить из универа в Португалию. То есть я учился в магистратуре в Португалии, в Лиссабоне, мне там не очень нравилось. Почему мне там не нравилось? Был отдельный видос, я снимал. Ну и я решил оттуда уходить. Куда уходить? Это был вопрос. То есть мне не хотелось возвращаться тогда в Россию. Это была поздняя осень 2022 года, ноябрь. И я думал, куда же поехать. Я понимал, что в Европе я не очень хочу оставаться. Мы думали, куда улететь тогда. Ну и как-то нашлась Аргентина. Я просто посмотрел, что вот есть такая Южная Америка, в которой я никогда не был, но всегда мечтал побывать. Ну и, в общем-то, мы полетели туда. В конце ноября, по-моему, в начале декабря мы туда прилетели. Думали, каким образом легализоваться. И в конце декабря мы подались на резиденцию, на ВНЖ по причине гуманитарной. Много месяцев рассмотрение тянулось, мне выдавали прекарию за прекарией. Сначала вообще хотели отказать нам в приеме документов. Мы настояли, потом у нас документы все-таки приняли, дали прекарию на 3 дня. В ней было прямо написано 3 дня. Потом дали на неделю, потом дали на 2 недели, потом дали на месяц. И последняя у меня прекария была, я так понимаю, максимальная на 3 месяца, которую обновляли 2 раза. То есть 3-месячная прекария была 2 раза у меня. Почему же я уехал из Аргентины? Ну, в общем-то, потому что мы туда ехали все-таки вдвоем с Гелей, а вдвоем повеселее все-таки. Вот. И, в общем-то, когда мы разошлись, когда она уехала, я поехал путешествовать по Южной Америке. Видосы все есть на канале. И потом вернулся в Аргентину. И несмотря на то, что я там познакомился с прекрасными людьми, со многими, ну, с несколькими ребятами, с девчонками, с местными, с русскими. Несмотря на это, я невероятно скучал по России. А надо сказать, что скучал я по России еще с момента Португалии. То есть, когда я учился в Португалии, я такой... И мне Геля говорила, что я вообще не скучаю по России, Португалия прекрасная страна, давай здесь оставаться на подольше и все такое. В общем, в какой-то момент это достигло просто апогея. Ну так вот, значит, я очень-очень сильно скучал по России. По ворчащим бабушкам там в пятерочках, по обычному черному хлебу кирпичикам, по грече нормальной, а не той, которая в Аргентине. Да, в Португалии можно было найти гречку в магазинах с российской едой, русской точнее, там украинская. Украинские магазины были в основном в Португалии. Вот, а в Аргентине, ну, гречки вообще нету. А если там где-то искать через тех, кто привозит ее, то это дикий оверпрайс, там нужно как-то видеться и так далее. Короче, я скучал по России, по березкам, по воздуху, по запаху, по любимому городу, по Петербургу, по знакомой речи на продуктах, на вывесках, на рекламах, короче, везде. Я много почему скучал. Давайте пропустим автобус, пожалуйста, вот по такой узкой дороге он проезжает. Так вот, много я почему скучал. И когда приехал в Россию, это, конечно, было прямо очень приятно. В общем-то, скучал, и фиг бы с ним, да? Но я понял, что в Аргентине по гуманитарной причине мне особо ВНЖ не светит. Потому что вроде как никому его не выдавали. Да, это была возможность каким-то образом перекантоваться на какое-то время, получая прекарии официально. Можно было с прекариями открыть банковские карты, можно было жить спокойно. Да, но тем не менее это не дорога к гражданству. Это
время. Ну, то есть нет гарантий никаких, что через 1 год и 11 месяцев мне бы не отказали в продлении, в получении следующей прекарии, понимаете? То есть я мог жить довольно долго по прекарии, а потом бац, и перед 2 годами жизни мне бы отказали в прекарии, а 2 года, я напомню или скажу для тех, кто не знает, это срок, после которого, после легального проживания, по которому можно подаваться на гражданство в Аргентине. Вот. Потом я представил ситуацию, что вот, допустим, я прожил эти 2 года официально и подался на аргентинское гражданство, и пусть даже я его получил, у меня появился этот паспорт синенький, и я такой думаю, ведь гражданство это не только права, но это и обязанности еще. Многие про это вот забывают или не думают, или думают, что пронесет, а на самом-то деле... Насколько, по крайней мере, я изучил вопрос, там встает довольно острый вопрос с налогами, потому что от гражданства аргентинского невозможно отказаться, в отличие от гражданств других стран многих. А значит, и невозможно отказаться от необходимости, от обязанности платить налоги всю оставшуюся жизнь за любой доход. В общем, если у вас доход вы продали в России какую-нибудь бабушкину квартиру, не то чтобы у меня много бабушкиных квартир, но тем не менее, когда дело касается чего-то на всю жизнь, от чего нельзя отказаться, у меня всегда это вызывает такие очень серьезные чувства. Так вот, если вы продали бабушкину квартиру в России, и вы там заплатили с этой продажи налог, то поскольку вы гражданин и налоговый резидент Аргентины, то вам еще необходимо и в Аргентине заплатить налог. Вот, я несколько раз от разных людей это слышал и не слышал обратного. Поэтому я, конечно, допускаю, что я могу ошибаться, но вот все вместе с вот этим паспортом, от которого не отказаться, с налогами вот этими, с тем, что я скучаю, и даже бог с ним, что я скучаю, да, если бы действительно была гарантия получения паспорта, и я бы подумал, что окей, я готов платить налоги всю жизнь в Аргентине в том числе, то я бы остался. Но я бы хотел приезжать в Россию, жить на 2 страны каким-то образом, например. Но билеты уж слишком дорогие. То есть лететь, ну, самое-самое минимальное, что можно найти, это полеты по 60 тысяч. И то это, если у вас есть Шенген, через Хельсинки, через Питер, вот как-то добираться окольными путями. А так билеты по 100 тысяч и больше. Из Москвы, из Питера до Буэнос-Айреса. Ну, на мой взгляд, лично для меня это много. Вот. В какой-нибудь Бангкок прилететь сюда, ну, средняя цена там 20-25, да, 25 скорее, сейчас high season. А обратно-то сейчас летают вообще по 11 тысяч, аэрофлотовские цены были. И, ну, лететь примерно столько же, чуть-чуть, может, поменьше, чем до Буэнос-Айреса, а цены абсолютно другие. Поэтому я, в общем-то, так скептически к этому всему настроен. Плюс я понял, что я бы хотел себе девушку с похожим менталитетом. То есть любая девушка из стран бывшего СНГ будет ко мне невероятно ближе, чем любая аргентинка. И это мы не берем даже в расчет то, что язык разный. То есть у аргентинки будет испанский, у меня английский не родной, у нее английский не родной, и мы вот на этих английских языках неродных будем как-то общаться. Окей, это можно как бы убрать, но вот именно разница менталитетов, вот разница культурного бэкграунда, разные мемы, разная музыка разная там фильмы какие-нибудь, которые вы смотрели, культурные такие штуки. Вот это все разное, это не для меня. Мне это не подходит. Я для себя вот там четко понял, что мне хочется, чтобы моя девушка была из того же культурного слоя. Даже не слоя, а вот того культурного места, откуда и я. Потому что это чертовски важно. Лично для меня. Вот. Что еще? Овчарка вон что-то лает. Че ты лаешь? А? Вот она лает, стоит. Он ее отзывает.
Поэтому я взвесил все и уехал из Аргентины. Я по-прежнему считаю, что Аргентина — это прекраснейшая страна с классными людьми, с замечательной природой. У нее огромное преимущество в том, что она имеет огромное, большое количество климатических зон, потому что она вытянута с севера на юг, почти от экватора. Ну, не от экватора, но очень с севера, оттуда, с жарких зон, до практически Антарктики. Невероятно. Аргентина классная. Я очень скучаю по Аргентине. Но в то же время я понимаю, что сейчас мне туда ехать и каким образом легализовываться. Да и хочу ли я легализоваться, опять учитывая то, что это паспорт, от которого нельзя отказаться. Не знаю. Я подумал, что нет. В ближайшее время, по крайней мере, не хочу. Да, про девушку. Я подумал, что в Аргентину приезжают ведь дамы либо рожать, либо со своими кавалерами. А вот так, чтобы прям девушка приехала одна в Аргентину, такого нет особо. Да и даже сюда, в Таиланд, приезжают одни девушки, не так уж, чтобы прям очень часто. А если приезжают, то скорее отдохнуть, чем жить. Вот. А я понимаю, что я хотел бы постоянных отношений. И мне вот эти отдохнуть, там, что-то временное, мне не интересно. Лично мне. Кому-то вот интересно, мне нет. Соответственно, в Аргентине я очень сильно ограничен в поисках девушки, партнера. Вот. Потому что их там просто нет. С российским культурным бэкграундом, я имею в виду. И вот в телеграммах есть куча чатов по Аргентине, объявления о продаже того, сего, электроника, детское что-то. Но там нет знакомств. То есть... Ну, вот такая проблемка есть. Раз их нет, значит, наверное, это не актуальная проблема для многих людей, или только для некоторых. Вот. И... В общем, я надеюсь, что я еще побываю в Аргентине. Аргентина классная страна. И хочу сказать, что вот сейчас я в Таиланде, на Пхукете, и я уже очень устал здесь на Пхукете быть, потому что это островное вайб, как сейчас говорят, островная жизнь, вот эти пляжи, пальмы, кокосы, фрукты. Не, фрукты это, конечно, классно, но вот кафешки массажные и все, здесь нет, здесь некуда сходить особо, здесь нечего делать. Ну, мне вот это не мое, короче. Ну вот я здесь уже 2 недели, чуть побольше живу, и я понимаю, что хочется чего-то другого. Хочется какой-то движухи, хочется сходить куда-то, хочется просто тупо пройтись по тротуару, потому что здесь нету тротуаров. Здесь только дороги, и ты идешь вдоль дороги. Вот, и поэтому у меня намечается большой трип. Вот не дальше, чем завтра вечером я лечу в Гонконг. А оттуда начинаю трип, о котором вы узнаете, подписавшись на этот канал, следя за видосами. И я надеюсь, что будет интересно. Так же, как я катался по Латинской Америке, я надеюсь, очень надеюсь, что-нибудь интересного поснимать в Юго-Восточной Азии. Ну или не только в Юго-Восточной. Поэтому спасибо вам всем за просмотр. Я уехал из Аргентины по причинам, которые я рассказал. И у меня остались об Аргентине только самые теплые, хорошие, яркие, классные воспоминания. Аргентина — это круто. В том регионе, если не Аргентина, то ничего. Аргентина — здоровская страна. Если у вас нет вот этой тоски по дому, по России, или она есть, но вы можете с ней справиться, то есть она не очень сильно выраженная, то Аргентина классная. Вот. Там, конечно, достаточно минусов, но, тем не менее, лично для меня плюсы перевешивали. Но вот если не брать в расчет именно желание попасть домой поскорее и отсутствие перспектив по гражданству. Точнее, они наличествовали, но это было не очень как бы актуально.